Министр обороны убит, резиденция президента под ударом, а в столице идут бои. Россияне с позором вывозят технику. Украину пригласили в НАТО? Зеленский делает заявление. Представителей Киева ждут на саммите. Полный разгром российских войск, множество дорогих и важных целей уничтожены. Целый регион может стать зоной химической опасности. Помилования не будет. Премьер-министр получает от президента отказ. Попытка выкрутиться из громкого коррупционного процесса провалена. Признает ли глава правительства вину? Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 27 апреля. Только самое интересное и самое важное в эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что вы с нами. Удар сразу по двум ключевым объектам. По данным Сил обороны Украины, поражен Ярославский НПЗ, стратегически важный завод с мощностью переработки около 15 миллионов тонн нефти в год. Именно здесь производят бензин, дизель и ракетное топливо, которое критически важно для российской военной логистики. На территории завода вспыхнул масштабный пожар, а местные жители слышали серию сильных взрывов. Параллельно дроны ударили по череповецкому филиалу Апатита, крупнейшему в Европе производителю фосфорных удобрений. Там повредило трубопровод высокого давления с серной кислотой. Параллельно силы обороны сообщили и о других поражениях. На оккупированной Донеччине под удар попали военные эшелоны в районах Минчугова и Келлеровки. Кроме того, подтверждено попадание по РЛС Каста-2.1 в Мелитополе и по комплексу Панцирь-С в Мариуполе. Но и это еще не все. Не менее оживленно было в оккупированном Крыму. Полный разгром российских войск на полуострове. За одну ночь в списке пораженных объектов 3 российских корабля. Большие десантные Ямал и Фильченков, разведывательный корабль Иван Хурс. Кроме того, СБУ сообщает об ударах по штабу радиотехнической разведки сил ПВО, РЛС «Мыс М1», учебному центру Черноморского флота РФ, МиГ-31 и технической части аэродрома Бельбек. В СБУ, которые и проводили эту операцию, говорят, что задача не только уничтожать технику, но и ломать способность противника контролировать пространство, прикрывать свои силы и готовить новые атаки. Украину пригласили в НАТО, пока только на саммит в Турцию. Но президент Зеленский в своем ответе на вопросы журналистов оставил долю інтриги. Щодо саміту НАТО, Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати. Взаимодействие с Альянсом действительно усилилось, теперь его чаще называют двусторонним, но до полноценного членства, скорее всего, еще очень далеко. Но тут же вырисовалась интересная деталь. Президент Украины заявил, что транш от ЕС, именно те 90 миллиардов, за которые так долго пришлось биться с Венгрией, пойдет в том числе и на энергетику. Безумовно, перший транш ми будемо націлювати на внутрішнє виробництво захисту України і не тільки захисту. Тобто дрон і Мілтек, весь цей напрямок. Друга історія – це енергетика. Як ми говорили про це, що нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо, но треба максимально це зробити і готуватись до зими. А вот министр энергетики говорит, что деньги из этого транша в энергетику не идут. Сейчас мы ожидаем первый транш из 90 миллиардов евро кредита ЕС, и в этом году это 45 миллиардов евро. Из них в бюджет должно поступить 17 миллиардов евро. Непосредственно на нужды энергетики надо 5,4 миллиарда евро, и эти деньги не покрыты. Так пойдут или не пойдут, как думаете вы? Пишите в комментариях, как вы поняли президента и министра. Запреты – это для низшего сословия. Еще один показатель тесного сотрудничества Москвы и Тегерана. Пока Ормузский пролив остается зоной войны, санкций и громких запретов, яхта российского миллиардера Алексея Мордашова спокойно проходит через него без особых проблем. 142-метровая «Норд» вышла из Дубая 24 апреля, взяла курс на Оман и пересекла пролив в ночь на 25-е. Вместе с ней прошли еще несколько судов, включая танкеры под американским
американскими санкциями. Мордашов под санкциями США, Британии и ЕС, а его яхта, перерегистрированная в России после ограничений, все равно проходит через одну из самых напряженных точек мира. Более того, иранский посол в Москве ранее заявлял, что для российских судов Тегеран сделал исключение, разрешил проход и освободил от пошлин. Как вам такие поблажки? Почему? Как думаете? Министр обороны ликвидирован? По данным местных медиа, у его резиденции взорвался грузовик со взрывчаткой, и министр погиб. Бои вспыхнули сразу в нескольких городах Мали, включая Бамако. Под удар, как сообщается, попали резиденция президента, штаб-квартира, Минобороны и международный аэропорт. Тут нужно заметить, что министр обороны Садио Камара – один из ключевых персонажей, на которого делала ставку Москва. Одни источники пишут, что за атакой стоят джихадисты, другие связывают ее с новым витком борьбы, в которой повстанцы пытаются вытеснить российских наемников. Ответственность за серию атак взяла на себя Джейним, крупнейшая джихадистская группировка в Сахеле. Она действовала вместе с туарегскими повстанцами, которые пытаются выбить переходное правительство, пришедшее к власти после переворота. Досталось и россиянам. Мы уже говорили о захвате боевиков в городе Кидаль, где находилась база африканского корпуса Минобороны РФ. Теперь он полностью перешел под контроль повстанцев. На видео показывают колонны машин, выезжающих с территории российской базы. Перед этим россияне получили ультиматум и были вынуждены договариваться о безопасном выходе. Параллельно гарнизон малийской армии начал сдаваться в плен. То есть получился жест доброй воли, африканский вариант. От двери до двери, карьерная лестница или даже портал на войну. В Хабаровске вербовка уже подъехала буквально к дверям техникума. У входа в учебное заведение поставили мобильный пункт отбора. По сути, грузовик-военкомат, где студентам предлагают подписать контракт с Минобороны и отправиться в беспилотные войска. Рядом огромный баннер с обещаниями до 2 миллионов рублей, поступление в вузы без конкурса и выплаты за уничтоженную технику противника. То есть агитация теперь идет не где-то абстрактно, а прямо на пороге колледжа. И это, похоже, уже не местная инициатива, а часть большой кампании. С начала 26 года российские власти массово тянут студентов в войска беспилотных систем. Вербовка идет уже как минимум в десятках вузов и более чем сотни техникумов. Счет потенциально может идти на десятки тысяч человек. При этом даже провоенные говорящие головы уже жаловались, что кампания буксует. И тогда рекрутинг начали расширять еще шире. То есть, если добровольцев не хватает, систему начинают подвигать вплотную к аудиториям. Премьер не получит помилования, во всяком случае, пока. В Израиле, похоже, ищут другой выход из этой токсичной истории. По данным The New York Times, президент Ицхак Герцог не стал говорить ни да, ни нет на просьбу премьера, а вместо этого хочет продавить сделку о признании вины. То есть все ждут закулисный компромисс, который позволил бы закрыть многолетний коррупционный процесс без прямого помилования. Это особо ярко звучит после вмешательств Дональда Трампа, который открыто требовал помиловать Нетаньяху, называя Герцога слабым и жалким. Сам израильский премьер почти 6 лет находится под судом по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, но все отрицает и говорит о политической травле. Страна при этом расколота почти пополам. Как думаете, помилует президент Нетаньяху? Пишите в комментарии. В России умер еще один политзаключенный, уже 4-й с начала весны. 64-летний Олег Тырышкин, осужденный за якобы оправдание терроризма, по данным близких и активистов, скончался из-за проблем с сердцем. Точное место смерти до сих пор не ясно. Сообщается, что он был на этапе и мог умереть в больнице при колонии в Кемерово. Тырышкина уже похоронили в Анжеро-Судженске. Бывшего шахтера, профсоюзного лидера и оппозиционного активиста задержали прямо в больнице после комментария во ВКонтакте о гибели Ахмата Кадырова. Суд дал ему 2 года колонии, у него были серьезные проблемы со здоровьем, а на свободу он должен был выйти в декабре 2026 года. Возвращение в прошлое. Российская экономика огромными прыжками направляется как раз туда. В Кремле уже почти не скрывают, куда все катится. Помощник Путина прямо заявил о возвращении плановой экономики, только теперь, по его словам, намного лучше.
Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в лучшем ее виде, автоматизация управленческих процессов. Кто не цифровизовался, отстал от современной реальности на десятки лет. Данные все в цифре. Сейчас автоматизируются институты транзакции, то есть взаимоотношения человека не с природой, а взаимодействие человека с человеком. Для наглядности Орешкин привел в пример такси. По его словам, там больше нет рынка. Нельзя выбирать ни цену, ни водителя, потому что все за тебя уже решил алгоритм. Система говорит, поедешь за 428 рублей, значит, поедешь именно за 428. Власть больше не обещает свободу выбора. Она все чаще продает управление сверху как удобство. Но в Туапсе до сих пор разгребают последствия удара по морскому терминалу. После атаки украинских дронов нефтепродукты попали в реку Туапсе, а затем и в Черное море. Сейчас загрязнения убирают ниже по течению, в акватории и на берегу. Работы идут круглосуточно. По данным оперштаба, вывезли уже более 2500 кубометров загрязненного грунта. На месте работают 132 человека и 26 единиц техники. Пепел до сих пор смыть не могут в городе. Люди задыхаются, ходят в масках. Не выйти из дома вообще. Все в мазуте полностью. Весь двор. Так как вот показывают, как работают там ребята, убирают эту нефть вручную, мазут этот вручную. Это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время такого не было. Речь идет о последствиях атаки в ночь еще на 16 апреля. Тогда была повреждена инфраструктура морского терминала, начался пожар, а затем нефть пошла в воду. Ранее площадь загрязнения в акватории оценивали в 10 тысяч квадратных метров. Экологический шлейф от российских побед Туапсе расхлебывает до сих пор. Интернет в России – исчезающий вид. Власти придумали новую причину, чтобы ограничивать своих дорогих граждан в этом ресурсе. По данным Digital Report, абонентам без согласия подключают услугу «Защита интернета», которая под видом борьбы с мошенниками блокирует не только сомнительные сайты, но и вполне легальные ресурсы – облака, корпоративные сервисы и даже игровые серверы. Люди просто внезапно теряют доступ к сети и часто даже не понимают, что произошло. Операторы объясняют все заботой о безопасности. Но юристы говорят о правовой проблеме, потому что менять набор услуг без согласия абонента нельзя. По сути, интернет в России все быстрее превращают в фильтрованное пространство, где оператор сам решает, что тебе можно открыть. А если раньше сеть просто временами выключали, то теперь ее, похоже, начинают тихо перестраивать по принципу «доступ только к разрешенному». Каналу пропагандиста Соловьева, например. А я напомню, что мы придумали свое решение, которое позволит оставаться на связи безопасно и анонимно. Свой VPN устанавливайте и спокойно пользуйтесь. А в прошлом выпуске, кто на самом деле был целью покушения и почему после выстрелов в паре метров от президента первым спасать бросились вовсе не его? Почему США в последний момент сорвали переговоры и что должно было произойти на встрече, раз у Вашингтона лопнуло терпение? Почему Китай внезапно пошел в атаку на ЕС и чем именно Пекин угрожает Брюсселю? Если еще не видели, обязательно посмотрите. Ну а мы с вами увидимся уже вечером.